Итак, тренировочная неделя номер 4. Эту неделю мы сделаем немного расслабляющую, чтобы отпустить нагрузку и отдохнуть перед большой работой. Сегодня с нами поделится своим опытом и поможет пройти эту неделю олимпийская призерка 2012, призерка чемпионатов мира и Европы Юлия Калина. Мы начинаем новый тренировочный проект Тарахти Ган. Проект рассчитан на 8 недель, каждая из которых будет состоять из 3 основных тренировок в понедельник, в среду и в пятницу, и 2 дополнительные во вторник и четверг, для тех, кто хочет тренироваться более 3 раз в неделю. Каждая неделя будет сопровождаться видео с пояснениями и указаниями контрольных упражнений, которые вы можете снимать на видео и выкладывать в интернет с хэштегом Тарахти Ган и текстом Look My Technique Тарахти. Буду стараться ответить каждому. Поехали! Первая тренировка, упражнение номер 1, гиперэкстензия. Ты делаешь это упражнение вообще в своей тренировочной практике? Ну, перед разминкой. Оно как разминочное. Сколько килограмм? Ну, 20-30 максимум. По подходам? Ну, вообще делаю 20 килограмм, где-то 3 по 10, по 8. Круто. Показывай. А максимальный вес, с которым Калина выполняет это упражнение, 70 килограмм. Скажу честно, я даже не пробовал сколько. Как ты дышишь? Где ты выдыхаешь? Выдыхаю внизу. Потому что многих интересует. Я даже никогда об этом не задумывался. Я всегда это делал на автомате, пока не прочитал комменты и пока меня не спросили, а где же ты все-таки делаешь выдох? А ты где делаешь выдох? Я не помню уже даже. Мы переходим к следующему упражнению. Упражнение номер 2. Рывок в стойку. Это упражнение мы делаем без лямок, правильно? Да. Делаешь вообще рывок в стойку? 1 раз в неделю делаю рывок в стойку, а 1 раз в неделю делаю рывок в стойку плюс рывок в сет. Но с лямками. На колени никак не влияет? Нет, я как-то не чувствую. Ну давай, показывай. Итак, рывок в стойку от Юлии Калины. Колени в стороны, таз назад, руки прямые. Сколько ты максимально рывок в стойку? 110. При лучшем рывке? 115. Нормальная Вот как раз в реализация. пятницу. Нормальная реализация. Упражнение номер 3. Рывковые уходы плюс приседания в исполнении Юлии Калины. 2 плюс 2, между прочим. Обратите внимание на подсед, на глубину подседа. Можешь остановиться в подседе? Смотрите куда. Колени в стороны, таз назад. Из полной ноги выпрямляется вверх. Руки вставлены, они не впереди, вставлены назад. Только таким образом вы можете удержать вес со штангой над головой. Как часто делаешь это упражнение? 1 раз в неделю делаю максимум 110 килограмм. Вообще в основном для разминки 70. От 70 до 90. Круто. По 3 раза, 5 по 3. А рывковый швунг? Рывковый швунг делаю 120 килограмм максимум. Тоже раз в неделю. Не комбинируешь их, нет? Нет, никогда не пробовала. Упражнение номер 4. Приседания на плечах. Сделаем? Делаем. У Юли есть небольшая особенность, она приседает не так, как все, она делает больше наклон. Вот, для того, чтобы приравнять эти углы к классике, к тяге. Сколько максимально приседал?
Максимально приседала на этой подготовке 195, а вообще 210 вставала. Вы слышите это? 210 килограмм, да, это даже не паунды. На этом наша тренировка номер 1 окончена. Мы переходим к тренировке номер 2. Тренировка номер 2. И первое упражнение у нас наклоны со штангой. Это упражнение выполняется со стоек, поэтому сейчас Юлия Калина нам продемонстрирует его. Продемонстрируешь? Да. Она делает их, опять же, тоже немножко по-другому. Она делает полунаклоны. Ну, я думаю, что будет это интересно для тех, кто как раз выбирает, либо хочет поэкспериментировать. Ну, ты уже делаешь полные наклоны. Застеснялась. Часто выполняешь это упражнение? 2 раза в неделю. Ты комбинируешь гиперэкстензией или? Ну, гиперэкстензию я делаю перед каждой тренировкой, а полунаклоны перед большим рывком и, ну, как бы для разминки перед маленьким рывком. Ты даже говорила, что на соревнованиях делаешь. Нет, на соревнованиях я делаю статику на мате. Понял. Переходим к упражнению номер 2. Толчок классический. 1 плюс 2, но мы сделаем 2 плюс 2, правильно? Хорошо. Давай. Напомню, что Юлия Калина делала толчок 141 килограмм. Это ее рекорд в категории 63. Да. Да. Ну, Юля всегда отличалась своей техникой. Мне кажется, что когда она берет на грудь, она никогда ее не чувствует. Поэтому там как у Донкрата. Сколько ни ставь, все равно все выгребет. Упражнение номер 4. Тяга толчковая. Мы сейчас берем лямочки. С лямками делаешь тягу? Да, конечно. Готово? Тягу делаешь большую после толчка или? После большого толчка делаю большую тягу и во вторник маленькую тягу. На какие проценты ты максимально залазишь? 115-120%. 120% от толчка? Да. Хорошо. А в рывке рывковая тяга? Ну и рывковую тоже так. Но по разу. Хорошо. Стартовое положение. Опять же, колени в стороны. Посмотрите, обратите внимание, что колено и локоть на одном уровне, на одной прямой. Поясница прогнута, таз отставлен назад. Подход с подрывом сделай. Ты тягу делаешь без выхода на носки? Без выхода на носки, да. Ты все время это делала, так делала? С самого детства тренер учил. И не пробовала? Когда-то пробовала, но потом тянет на носок. Понятно. Вот так вот мы завершаем тренировку номер 2 и переходим к тренировке номер 3. The Warm Body Cold Mind Training Camp. You're welcome to visit Ukraine from August 25th to September 10th by Olympic gold medalist Alexei Chorvty. It's going to be 2 fantastic weeks at the Olympic Training Center in Concho Zaspa, a perfect weightlifting room with 10 platforms. The main focus of the training program will be put on developing power, technical preparation, mobility and flexibility drills, mental and psychological preparation. See you at the Warm Body Cold Mind Training Camp. Тренировка номер 3. И первое упражнение с гиперэкстензией мы уже показывали его также в этом видео, поэтому не будем заострять на нем внимание. Переходим сразу же к тренировке, к упражнению номер 2. Рывок классический. Это упражнение у нас контрольное на этой неделе, поэтому все желающие можете записывать его на видео и выкладывать в Instagram с хэштегом и с текстом, который указан на экране. Ну а сейчас рывок классический в исполнении Юлии Калины.
Можешь сделать остановку в силе? Вырвать. Вот это вот я хочу, чтобы вы делали все. Делали остановку 2 секунды в седе. Особенно, когда вы разминаетесь и уделяете внимание технике и разминке, пожалуйста, делайте остановку в седе 2-3 секунды для того, чтобы подрастянуться где-то, размяться хорошо. Потом, когда вы переходите уже за 60%, уже можете делать так, как вам удобно. А мы переходим к тяге рывковой. Упражнение номер 3. Тяга рывковая плюс тяга рывковая с виса. Первый подъем мы делаем с помоста, второй и третий мы делаем с виса. Напомню опять же, что это упражнение выполняется в лямках. На что делаешь, акцентируешь внимание во время тяги? Ну, в основном углы, чтобы колено стояло на месте, чтобы штангу Имеешь в виду, накрывала. чтобы не уходило вперед, не уходило назад, правильно? Да, чтобы плечо было накрыто над коленом, Да. а не за колено. Понятно. И как можно выше встать? Ну, это уже такое. Подрыв делаешь всегда или не всегда? Не всегда. В разминочном весе всегда, а на больших уже килограммах то не делаю подрыв. А делаешь ли тягу рывковую высоко? Нет, не делаю. Не делаешь, не пробовал. Пробовала когда-то, но сейчас такое не делаю. Ну и так много упражнений, просто не знаю, куда его вставить. Вот так вот. И у нас остается последнее упражнение приседания со штангой на груди. Мы сейчас поставим стойки и покажем его. Упражнение номер 4, финальное на этой неделе. Приседания с лямками на груди. Лямок. Я делаю без лямок. Дело в том, что Юля приседает без лямок, но мы сейчас ее попросим, чтобы она сделала это в лямках. Смертельный номер. Юлия Калина, штанга 40-35 килограмм, лямки и приседания на груди. Опять же, в приседаниях штанга лежит на плечах, она не лежит на груди. Локти развернуты в стороны и грудь раскрыта. Таз отведен назад. Тянут немножко лямки, нет? Вообще без разницы. Не чувствуешь? Ну теперь что можно сказать? Что если у вас хорошая подвижность, вам что лямки, что не лямки, не имеет значения. Это была тренировка номер 4 с Юлией Калиной. Поблагодарим. Спасибо тебе, Юля, за твой опыт. Я думаю, что всем будет интересен взгляд со стороны. А сейчас немножко о контрольном упражнении. Итак, на этой неделе у нас 2 контрольных упражнения. Приседания со штангой на плечах и рывок классический. Записываем эти упражнения на видео, выкладываем в Instagram с хэштегом TarahtiGang и текстом Look My Technique Tarahti. Постараюсь ответить каждому и, если будут ошибки, указать на них. Работаем. Тренируемся вместе, тренируемся правильно. Поехали!